Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал обзоров крючком. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Это на главной странице, там где написано главное, видео, плейлисты, там сообщество, канале и так далее. Вот плейлисты проваливаетесь, открывается большое количество папочек, выбираете нужную, смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам за хорошие слова, за пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас был такой узорчик, да, с такими ниточками. Называется Alize Шекерим Baby Batik. Вот такого вот секционного окрашивания. Интересные ниточки. Это 100% акрил. В 100 граммах 320 метров. Крючок 3,5 миллиметра. Я беру, потому что от двоечки до четверочки нам советует производитель. Смотрите, вот 3,5 миллиметра. И я хочу в помощнике сегодня, фокусируйся, в помощнике сегодня хочу взять вот такую вот пряжу. То есть как бы у нас будет, так скажем, двухцветный узорчик. Ярнард Элит, 100% акрил. Смотрите. В 100 граммах 300 метров. Здесь 320. То есть буквально разница небольшая. И здесь точно так же производитель говорит, берите крючок 3,5 миллиметра. Так что соединим. Цвет сразу же, пока не забыла, скажу вам цветных ниточек. Это 4006. Ну что, свяжем? Так, давайте начнем с беленькой ниточки. Да, я вот решила потом буду добавлять цветную. Раппорт узорчика будет равняться 4 петелькам, и мы с вами наберем дополнительно по бокам еще по 2 петельки. Итого давайте наберем с вами, ну вот 36 воздушных петелек. Угу. Итак, для начала делаем петельку фиксации, все как всегда, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот наш будущий образец. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отступаем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. Далее накид. Следующую петельку цепочки опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. И так далее, и так далее. Мы провязываем полностью всю нашу цепочку столбиками с накидом. Нам это необходимо для нашего узорчика. Вот. И самое главное, что количество петель, которые вы набрали, должно равняться количеству, вернее, количество столбиков, которые вы сделаете, должно равняться количеству петелек. Не больше, не меньше, да? Вот. Не забывайте, что вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы делали, это имитация столбика. Мы тоже считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. И вот так вот провязываю до конца ряда столбиками с накидом. Вы вместе со мной провязываете, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот наша аккуратненькая красивая дорожка готова. Этим же цветом продолжаем дальше. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Это получается как имитация столбика с накидом, да? Во второй столбик мы провязываем точно такой же столбик с накидом. А теперь смотрите внимательно. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Вот наш 4-й столбик. Так? Мы его, получается, должны будем захватывать сзади. Внимательно будьте. Вот так вот для удобства, да, мы сделаем вот так вот. Повернем к себе вязание. Вот этот наш столбик. Делаем накид и провязываем вот в этот вот столбик, в эту арочку, 4 столбика с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4. Это будет как 4 рельефных изнаночных столбика с накидом, но мы будем захватывать вот именно таким образом. Понятно? То есть вот как это будет выглядеть на лице. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И пропускаем опять вот наш столбик, да, мы задействовали. Далее следующие столбики. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. Вот следующий 4-й столбик. Вот он наш столбик. Так. Поворачиваем к себе вязание поудобнее.
И опять в этот столбик провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, далее 3, 4. Вот такие вот у нас получаются рельефные столбики, видите, да? Опять 3 воздушные петельки, раз, два, 3, и в столбиках пропускаем опять 3 столбика, раз, два, 3. Вот он наш 4-й столбик, вот мы его захватываем, поворачиваем к себе вязание поудобнее и провязываем, как в арочку, в этот столбик еще раз 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Понятно, да? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. 3 столбика пропускаете, 3 воздушные петельки делаете и провязываете 4 вот таких рельефных столбика. Угу. Давайте до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наша первоначальная красота. Пока непонятно, что получается, но что-то получается, да? Итак, смотрите. Вот, получается, я провязала последние 4 столбика, и здесь у меня 2 кромочных столбика. Последний столбик я провязываю не до конца, потому что я хочу сделать здесь присоединение новой ниточки, нового цвета. Вы можете вязать этой же ниточкой. Я хочу ввести новую. Новички, смотрите. Последние 2 петельки столбика, неважно какого, с накидом, без накида, с 2, с 3 накидами, провязываем новым цветом, вот таким вот образом. Видите? Получается, ряд закончился белой ниточкой, но в процессе вязания уже есть цветная. Далее у меня по узорчику 3 петельки подъема. Когда я буду делать петельки подъема, я буду одновременно фиксировать ниточку свою. Видите, слева направо вот так вот ее делаю, кончик, и провязываю воздушную петельку. Теперь справа налево путаю как бы, да, и делаю воздушную петельку, вторую. И теперь слева направо опять ниточку и 3 воздушную петельку. Все, ниточка у меня зафиксирована, запутана. Я могу уже кончик отрезать. Идем дальше. 3 петельки подъема. Белую ниточку подтягиваю, поворот. У меня получается здесь 2 кромочных столбика, да, по узорчику. Вы можете делать больше, можете не делать. Я вот во второй кромочной делаю столбик с накидом. А теперь смотрите внимательно. Вот мой веерочек из 4 столбиков. Я берусь за 4-й столбик, точно так же, видите, вот как бы рельефным буду делать его, изнаночным. Но смотрите, поворачиваю так вот на бок, как мне было бы удобно. Делаю накид и как в арочку провязываю в этот столбик 4 опять столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Понятно? То есть я повторяю первый ряд, вот только единственное, что берусь за 4-й столбик моего веерочка. 3 воздушные петельки. Опять следующий, смотрите, веерочек. Раз, два, 3, 4 столбика. Я берусь за 4-й, за последний. Так. Но вот так вот для себя переворачиваю вязание. И провязываю 4 столбика с накидом. Вот именно таким образом. Если вы свяжете по-другому рельефные столбики, да, либо там лицевые, изнаночные, не такой эффект будет. А тут как раз вот будет так вот, особенно видно, заметно вот этот рельеф. Идем далее. 3 воздушные петельки. И опять следующий веерочек. Раз, два, 3, 4. Опять беремся за 4-й столбик. Поворачиваем для себя, получается, вязание в бок, да. И провязываем в этот столбик, как в арочку, 4 столбика с накидом. Все, несложно. То есть вы повторяете, получается, тот же самый первый ряд, просто цепляясь за 4-й столбик. Все, а так все то же самое. Все, давайте до конца ряда. Будем посмотреть, как постепенно увеличивается наша красота. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот получается мы провязали наш ряд. Так, после наших веерочков сделали опять 2 кромочных столбика. И этим же цветом возвращаемся, делаем 3 петельки подъема, точно так же. Поворот, опять в кромочную провязываем столбик наш с накидом. Так. И переключаемся точно так же, как вот мы до этого делали. Опять из 4 столбиков мы переключаемся к 4-му столбику. И точно так же провязываем опять 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. 3 воздушные петельки. И опять переключаемся. Вот они, 4 наших опять столбика. И мы к 4-му столбику переключаемся. И именно вот так вот сбоку, сзади, да, захватываем наш столбик, как арочку. И провязываем 4 столбика с накидом.
Все, вот это вот есть весь наш, получается, узор. Я, получается, сейчас дойду до конца ряда, так, и поменяюсь на белую ниточку, переключусь. Вы уже знаете, да, как? То есть, получается, провязывать одного цвета буду 2 ряда. Раз и 2, да? Потом белыми начнется. Раз, 2. Потом опять продолжу этой же цветной ниточкой, там какой будет цвет, да? Меняться опять. Раз, 2. Ну, для того, чтобы не отстригать кончики, да, ниточек. Чтобы, скажем, меньше было, так скажем, расхода. Вот. Все. На этом весь узорчик. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Получится очень красивый, объемный 3D узорчик. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите. Вот такая получается по итогу красота. Скажите мне, да? Необычно. Вот. Да, конечно, такой узорчик дырявчато-объемчатый. То есть и объем есть, и ажурчик есть. Вот. Но, мне кажется, будет интересно смотреться в пледике. Да? Но опять же, детская расцветка подсказывает. Пледик. Да? Опять же, смотрите, это будет интересно, если что, кофточка. Ну, пусть дырочки будут. Зато она будет такая, видите, пузатенькая, объемненькая. Если, опять же, подобрать разноцветные ниточки. В принципе, вот смотрите, да, акрил, он очень мягенький, да. И, естественно, это будут очень интересные вещи, кофты, кардиганы, пледы, палантины. Узорчик для палантинчика возьмите, будет очень интересно смотреться. Опять же, попробуйте обязательно в полиэфирном шнуре, это будет коврик. Представляете, да, какой он будет? Рельефный, объемный. Вот такой вот узорчик. Узорчик получается у нас, видите, двусторонний. Несложный, вообще несложный. Можно вязать из, ну, как бы из моточков пряжи, из остаточков обязательно попробуйте. То есть каждый ряд у вас может быть новым цветом, а может быть нет. А можете, как я, повторять. То есть 2 ряда таким цветом, 2 ряда другим. То есть на ваше усмотрение. Ну, скажите, да, вашу копилочку узорчиков будет вот такой вот объемненький узорчик. Итак, давайте замерим. Если мы набирали 36 воздушных петелек, это же плотность вязания, это же пряжа, этот же крючок и так далее, и так далее. Это получается у нас, ну, 19 сантиметров, 20. Видите, он какой пузатенький. Вот, ну пусть будет 20, да. И тут получается по 2 ряда одного цвета. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и закончила 13. Ну-ка, давайте. Ну, это как раз есть 13 сантиметров. То есть каждый ряд это 1 сантиметр. И смотрите, как я еще закончила, да. Вы меня спросите, Оль, как заканчивать. Я просто провязала вот в эти арочки, где 3 воздушные петельки, да, я, получается, в самый последний столбик провязала столбик с накидом, а в эту арочку по 3 столбика. В самый последний столбик с накидом, и провязала 3 столбика в арочку. Все, видите? Здесь сверху ровненько, здесь снизу ровненько. Красота, красота. Вот такая вот красота. И, ну, естественно, что эта красота будет тянуться, потому что воздушных петелек море. Вот, пробуйте на различных ниточках, от хлопка, да, до шерстяных ниточек обязательно. Будет интересно. Жилеточки ли будет у вас такие вот объемненькие, пузатенькие. Вот, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Нажимайте, делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Заранее спасибо большое. Также нажимайте на плюсик, тоже внизу справа. Это значит, вы сохраняете в своих собственных плейлистах видео, которые вам понравились, и вы можете потом их посмотреть в любое удобное для вас время. Вот. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.